Здравствуйте, мои дорогие рыбки! Сегодняшний таро прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад на вторую половину месяца марта. Давайте посмотрим, что же рыбок ожидает. Какие карты выпадут у вас сегодня в нашем раскладе. Напомню, что это общий таро прогноз. Он не личный, он не персональный. Надеюсь, что большинству он тем не менее подойдет и будет перекликаться с вашей ситуацией, с вашей жизнью. Пишите ваши комментарии, ваши отзывы. Буду очень рада обратной связи с вашей стороны. Ну и подписывайтесь, конечно же, кто еще не подписан. Рада буду новым гостям и новым зрителям на моем YouTube-канале. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает, соответственно, наших рыбок в этот период с 15 по 31 марта. Итак, первая карта у вас прям вообще замечательная. Это карта девятка пентаклей. Это карта девятка пентаклей, она о независимости, о самодостаточности, о самосовершенствовании. То есть вы достигли вот этого результата благодаря вашей работе, благодаря вашему труду. И вы не зависите сейчас от кого-то, вы не зависите от внешнего чьего-то там мнения или от чьего-то одобрения, соответственно, да. То есть вы знаете сами себе цену, вы знаете, что вам нужно для вашего комфорта, для уверенности в себе, для уверенности в своих там силах, допустим, да. То есть вы вполне себе способны справиться со всем самостоятельно. Такая вот самодостаточность, самореализованность, понимание, что никому не нужно там прислуживать, соответственно, да, то есть вы сами себе хозяин. Тут же еще одна карта с пентаклями, рыцаря пентаклей, то есть, такая неспешность, практичность. Может быть, вы здесь какие-то можете получать хорошие предложения, которые к вам приходят по этой карте. Опять-таки, вы можете идти своим путем, как самостоятельный человек, что-то строить самостоятельно, потому что у вас есть навыки, опыт ваш уже наработанный, потому что кто-то много работал до этой девятки пентаклей, чтобы дойти. И здесь есть возможность двигаться вперед по этому пути, более независимому, возможно, пути по этой карте. Еще одна карта с пентаклями, восьмерка пентаклей. То есть очень много земной стихии, которая показывает усердную работу, которая приводит к стабильности. Да, то есть ваш неустанный труд, внимание к деталям, вот эта вот скрупулезность, трудолюбие, оно приносит результат. Благодаря вашей преданности делу и усердию вы строите этот прочный, стабильный фундамент. Вы закладываете очень хорошую базу для дальнейших событий в вашей жизни. Кто-то из вас здесь строит собственный бизнес, допустим, какое-то свое дело начинает. То есть вы здесь идете медленно, но уверенно к своей цели. Вы уверены в успехе, вы уверены в удаче, соответственно. Может быть, вы как будто бы, да, создаете свой собственный какой-то вот свое собственное дело, свой собственный бизнес. И ваша главная цель, ваша главная задача, ваш главный приоритет, двойка жезлов здесь, это как выбор, который вы должны сделать. Возможно, вы находитесь в ситуации такого распутья, в ситуации, где нужно будет принимать решения, и вы рассматриваете какие-то варианты, как минимум 2, как вам лучше поступить. То есть интересуетесь, думаете об этом. И по двойке жезлов здесь как в переходном таком этапе можете находиться в принятии, собственно, этого решения. Но у вас очень хорошие такие карты, как козырь в рукаве, потому что вы очень самодостаточно такие, да, и, то решение, которое вы принимаете, кстати, карта решения, тоже страшный суд, принятие решения. У вас есть возможность принять здесь решение, как будто перевернуть все с ног на голову, поменять что-то в вашей жизни. И восьмерка чаш. Может быть, отказаться от чего-то, что исчерпало себя, что вам больше не подходит, потому что оно больше не соответствует тому, что вы хотите, или не соответствует тому, что позволит вам прийти к вашей цели. И вам дается возможность что-то здесь изменить. То есть какая-то конкретная возможность для вас, и вы понимаете, что настало подходящее время, чтобы сделать этот шаг, чтобы начать, может быть, собственный бизнес, да, начать что-то делать самостоятельно, потому что у вас для этого есть все возможности, есть все ресурсы для этого. Даже если этой возможности нет сейчас, возможно, она у вас появляется. Знаете, в целом, карта страшный суд. То есть это что-то, что кардинально меняет в вашей жизни что-то. Да? Кардинально меняет, но скорее всего в успешную сторону, потому что это карта успеха благодаря вашей работе. Вы работали над воплощением каких-то результатов.
и у вас есть все необходимое, чтобы это самостоятельно заполучить. Давайте посмотрим еще, что здесь есть. Есть паж жезлов, есть семерка чаш, опять варианты. Да, вы можете здесь, карта паж жезлов, получать какую-то опять возможность хорошую, какое-то предложение. И семерка чаш, у вас есть варианты, но вы можете переживать о том, какое решение лучше принять, потому что очень много вещей рассматриваете, и вы можете вот засомневаться, правильное ли решение я принимаю. То есть вот стоите и думаете прям, как мне поступить. Вот есть 10 вариантов, 10 возможностей, и вы выбираете из них. Я, конечно, так утрирую, их, скорее всего, прям столько нет, но у вас вот очень много есть возможностей каких-то, и вы немножечко как парализованы этим эффектом многовариантности, потому что вы вот не знаете, как лучше сделать. Вам нужно здесь постараться не отвлекаться на какие-то незначительные варианты. Вам нужно постараться сосредоточиться и сфокусироваться на том, что действительно важно для вашей реализации, для вашей работы, может быть, и сфокусироваться на том, что приведет вас к успеху, к вашей цели. Потому что рыцарь Пентаклей, он на неспешности. То есть не торопиться и не принимать решения спонтанно и быстро. То есть действовать медленно, методично, размеренно. Давайте еще посмотрим. Карта четверка кубков и карта шут. Опять-таки, четверка кубков, возможность, которая здесь дается и показывается. Но вы сомневаться можете в себе, в своем, допустим, в своих возможностях почему-то, да, здесь, хотя повода для этого нет. Но вы можете искать какие-то оправдания, чтобы не воспользоваться каким-то предложением и новой возможностью. Но и это неправильно, потому что, скорее всего, нужно воспользоваться этой возможностью. Потому что, когда вы начинаете себя от чего-то отговаривать, вы просто ищете поводы отказаться. Но на самом деле здесь это скорее какая-то причина, которую вы ищете. Вам в любом случае стоит рассмотреть эту возможность, которая вам дается. И карта шута — шагнуть в новое, рискнуть, сделать этот шаг. Потому что шут, он такой человек, который очень как-то по-детски воспринимающий ситуацию, то есть очень легкий. Он не боится рисковать, он не боится легко смотреть в будущее. Карта двойка мечей. Опять выбор, по сути, двойка, два варианта. То есть вы можете по двойке мечей либо делать вид, что вы не замечаете какой-то вариант, либо оттягивать принятие решения до какого-то еще там времени, на неопределенный срок, то есть тянуть с принятием решения, не торопиться, поэтому и рыцарь Пентаклей тут тоже. То есть вы стараетесь здесь не спешить, стараетесь по верховной жрице поступить разумно, мудро, поступить благоразумно как-то в происходящей ситуации. Да, вот поэтому карта верховной жрицы, карта тройка жезлов, семерка жезлов. Да, то есть вот здесь вот вы стараетесь принимать разумное решение и при этом понимаете, что для достижения вашей цели, вот она тройка жезлов, то есть необходимость прийти к успеху, на который вы рассчитываете, соответственно, вам нужно будет, может быть, где-то еще прислушаться к своей интуиции, потому что для вас она может иметь большое значение здесь, основываться, опять-таки, на своем опыте, на своей мудрости в принятии этого решения. И это позволит вам продвигаться и приближаться к вашей цели. Опять, если мы говорим про какой-то свой собственный бизнес, то у вас здесь могут быть какие-то опасения. Получится, не получится у меня это сделать. Но, скорее всего, вы можете пробовать здесь какие-то новые начинания или какие-то возможности применять, принимать, даже если это заставляет вас сталкиваться с определенными трудностями и сложностями, но вы, скорее всего, здесь справитесь с этой ситуацией. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для представителей знака Рыбы мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.